Здравствуйте, друзья! Меня зовут Виталий Голицын, я бизнес-тренер, и в этом видео мы поговорим с вами о способах удержания клиентов. Мы поговорим о том, как нарастить клиентскую базу и сделать так, чтобы ваши клиенты были постоянными и на долгой дистанции гарантировали вам потрясающие продажи. И это видео становится особенно полезным в свете кризисных событий. Почему? Да потому что, как только наступает какой-то кризис, на плаву остаются те компании, как раз у которых есть сохраненная клиентская база и которые могут на длинной дистанции поддержать свои продажи в условиях жесткого падения трафика. И сегодня мы обсудим с вами более 20 техник и технологий продаж, которые вы сможете встроить в процесс коммуникации с клиентами для того, чтобы клиенты вас не покидали и на протяжении длинной дистанции гарантировали вам результаты продаж. Когда мы с вами говорим об оттоке клиентов, здесь можно выделить 5 основных причин. Первая причина – этот клиент недоволен сервисом. Ему что-то не понравилось во взаимодействии с вашей компанией, и он больше не хочет с вами работать. Вторая причина оттока клиентов – им где-то предложили лучшие условия. Может быть, где-то дали цену дешевле, может быть, где-то наполнили продукт большей ценностью, и клиент увидел там свою выгоду. Но в любом случае они нашли для себя более интересное альтернативное решение. А третьей причиной могут являться финансовые проблемы клиента. То есть раньше он с вами работал, у него были средства для того, чтобы пользоваться вашим продуктом или услугой, но произошла какая-то кризисная ситуация, и из-за этого клиент теперь этого делать не может. Бывает такая ситуация, что у клиентов просто пропадает потребность в вашем продукте или услуге. Они поменяли место работы, место жительства, решили как-то по-другому свои жизненные задачи, ну и так далее. И такой клиент просто не хочет больше взаимодействовать с вашим продуктом. Ну и следующая причина. Про вас попросту забыли. Вы перестали напоминать о себе, о клиенте, клиент забыл за ваш товар, услугу или продукт и, соответственно, спокойно живет своей дальнейшей жизнью и совершенно не помнит о том, что когда-то он входил с вами во взаимодействие. Важно также подметить тот факт, что сейчас очень многие компании сферы бизнеса просто для того, чтобы завладеть клиентом, готовы ему предложить свой продукт на начальной стадии взаимодействия бесплатно, либо ниже даже точки прибыли, только для того, чтобы этим клиентом завладеть, а уже, соответственно, на длинной дистанции этот клиент давал какие-то результаты. И первый способ, как предотвратить отток клиентов и сделать клиентов постоянными, это просто спрашивать у них причину их ухода. Для этого нам необходимо просто у всех клиентов, с которыми теряется взаимодействие или останавливаются продажи, задавать вопрос, по какой причине они перестали у вас делать эту закупку. И второй вопрос, что вам сделать такого, чтобы клиент возобновил с вами отношения. Когда вы будете задавать эти два вопроса, вы будете понимать основную причину оттока клиентов, сможете ее нейтрализовать и тем самым обеспечить постоянные отношения. Второй способ – это фиксировать цикличность приобретения вашего продукта. К примеру, ваш клиент делает приобретение продукта на регулярной основе. Вы можете зафиксировать те даты, когда примерно он будет делать эту закупку. И не дожидаясь того, чтобы он искал в интернете другого поставщика, ему напомнить в эту дату о своем существовании, просто поставив пометку в CRM-систему. К примеру, если вам регулярно возят домой воду или вы ходите в парикмахерскую, то отправлять клиенту такие упоминания – это значит сделать этого клиента постоянно. Следующий способ вроде банальный, но если его скорректировать, он может давать потрясающие результаты. Мы все с вами поздравляем клиента с Новым годом, с 8 марта, ну и с какими-то другими праздниками. Но вот почему-то мало кто поздравляет клиентов с днем рождения. А ведь с днем рождения этого клиента поздравляют самые близкие люди. Здесь также мы с вами можем поставить напоминание в CRM-системе, и оно будет автоматически отправлять нашим клиентам уведомления и поздравления с днем рождения, что будет делать этого клиента, в свою очередь, к нам наиболее лояльным. Если бы я называл два самых главных способа, почему клиенты возвращаются в ту или иную компанию,
и ценят взаимодействие с продуктом или с продавцом, я бы сказал, что это превышение обязательств перед клиентом, то есть когда клиенту дают что-то большее, и он это не ожидал, тогда это его стимулирует в эту компанию возвращаться. И второе, насколько быстро эта компания нейтрализует какие-то экстренные ситуации, которые могут возникать при взаимодействии с ним. Но смотрите, просто продавать, выписывать счета, доставлять товар могут все. Но как только возникает какая-то сложная ситуация, если вы эту ситуацию быстро решили, оперативно сняли этот вопрос для клиента, а еще плюс, например, сделали ему какой-то презент, исходя из того, что признали свою ошибку, и этот клиент с такими условиями взаимодействия может стать для вас постоянным. Следующее, что может сделать вашего клиента постоянным, это постоянное напоминание о себе при помощи экспертной рассылки. Но действительно, можно проанализировать посты в соцсетях ваших конкурентов, посмотреть, какие из них вызывают наибольший отклик у клиентов. Можно посмотреть их запросы и те темы, которые их больше всего волнуют, создать, скажем, 10-12 экспертных постов или статей на эти темы, упаковать все это в автоворонку, которая будет автоматически отправлять письма вашим клиентам. Ну а соответственно потом, когда клиент сделает приобретение вашего продукта, настроить ее в зависимости от цикла ваших продаж для того, чтобы напоминать клиенту о том, что вы существуете, и давать ему, конечно, еще плюс какую-то полезную информацию. Еще круче, если вы можете стать для своего клиента наставником или экспертом в его бизнесе. Это очень хорошо работает в системе B2B, когда, например, эксперт разбирается не только в своем продукте, но еще и в продукте своего клиента и может давать ему в этой области экспертные советы. Конечно, с такими продавцами хотят иметь долгие, взаимовыгодные и плодотворные отношения. Следующая техника продаж – это внедрение системы лояльности. Но действительно, некоторые клиенты между той компанией, которая предоставляет скидочную систему на следующие покупки, и той компанией, которая этого не делает, выбирают ту компанию, которая их мотивирует скидками. Но вместо скидок, конечно, лучше давать кэшбэк на будущую покупку. Следующий способ увеличить продажи – это, конечно, выделить самых лучших клиентов. Для этого провести традиционный АБЦ-анализ и тем клиентам, которые делают вам максимальную выручку и максимальную прибыль, предложить какие-то интересные и лояльные условия. А другим клиентам, которые до этого не дотягивают, соответственно, предложить такую систему мотивации, в которой они тоже могут получать такие преференции. И в целом такая система лояльности будет стимулировать первых с вами работать долго, а вторых клиентов стремиться к тому, чтобы попасть в число тех клиентов, которые получают самые лояльные условия. Следующая техника увеличения лояльности клиентов – это, конечно, неформальное общение. Лучший клиент для вас – это тот клиент, с которым вы можете посидеть в ресторане, сходить в баню, поехать на охоту, каким-то образом провести с ним время и стать для него лучшим другом, с которым он будет ценить именно такого рода неформальное общение. Я как бизнес-тренер очень часто приезжаю на тренинги, которые проводят, например, какие-то крупные компании для своих дилеров. И они один день уделяют, например, бизнес-тренингу, где я повышаю их компетенции, а на второй день они устраивают какую-то программу, приглашают комиков, ужины организуют в ресторане или экскурсии, тем самым нагревая клиента при помощи такого неформального общения. И, конечно, эта эмоциональная связка привязывает клиента к вам как человеку, ну и к вашему продукту. Сюда же относится и установление контакта с близким окружением вашего клиента. Познакомьтесь с его женой, с его детьми, с его родственниками, с его родителями. Устройте неформальные отношения с теми людьми, которые близки вашему клиенту. И, конечно, в этом случае шансы на то, что клиент будет к вам лояльным и никуда от вас не уйдет, они в разы увеличатся. А с вашей стороны также сделает клиента постоянным и увеличит лояльность, если вы его познакомите с руководством вашей компании. Но действительно, переход на такой высокий уровень как бы будет являться превышением обязательств. И если, например, у вас крупная компания, а клиент познакомился с генеральным директором или учредителем этой организации, он будет чувствовать к себе повышенное внимание и, конечно, захочет с вами долго сотрудничать. Еще очень увеличивает лояльность клиентов, когда вы общаетесь с клиентом в том канале коммуникации, который ему наиболее удобен. Ну, кто-то любит говорить по телефону, кто-то любит деловую переписку, кто-то общается в мессенджере, ну и так далее. Это все
конечно, нужно учитывать. А лучше, когда вы простроите связи в общении с этим клиентом в разных каналах коммуникации, будете знать его телефон, мессенджер, почту и будете общаться во всех этих каналах для того, чтобы ваше взаимодействие с ним было более комплексным. Еще очень сильно увеличивает лояльность и делает вашего клиента постоянным помощь в каких-то сложных или кризисных ситуациях. Я помню, когда только началась пандемия, и, конечно, ни о каких тренингах не могло быть и речи, я первое, что сделал, это предложил своим постоянным клиентам, которые из года в год заказывают у меня тренинги по продажам или по управлению, провести для их отделов продаж бесплатные мастер-классы. И некоторые клиенты, конечно, ко мне с этим обратились. И когда закончилась пандемия, эти клиенты первыми пришли ко мне и заказали у меня корпоративные тренинги по продажам для их компании. Следующее, что нужно делать для того, чтобы ваш клиент был постоянным, это поддерживать с ним отношения в социальных сетях, следить за ним, смотреть, куда он едет, что он делает, лайкать его посты, поддерживать его в комментариях, ну и так далее. То есть и в социальных сетях поддерживать с ним неформальное общение. Будьте для него другом, следите за его жизнью. Вы также сможете использовать эту информацию при контакте с этим клиентом, что, конечно, тоже будет увеличивать его лояльность. Еще один вроде не такой явный способ, но он очень рабочий, это когда вы постоянно подчеркиваете своему клиенту его выгоду в отношении с вашей компанией, с вашими продуктами, а также вашу уникальность и то, что этот клиент является для вас очень и очень важным. На самом деле люди стремятся к таким позитивным ярлыкам. И если вы говорите своему клиенту, что он для вас ценный и очень важный, он будет соответствовать этому мнению о себе. Следующее, что может оттолкнуть клиента от взаимодействия с вашей компанией, это когда вы свое предложение не сегментируете под целевую аудиторию. То есть, к примеру, предлагаете, например, какие-то женские товары мужчинам. Или, например, предлагаете женщинам какие-то товары, которые точно не могут являться и быть для них интересными, ну и так далее. В таком случае клиент просто захочет от вас отписаться, потому что он не будет видеть никакого интереса. Поэтому старайтесь изначально, как только клиент попадает в вашу базу, его сегментировать по потребностям, по статусу, по каким-то другим его особенностям. И дальше, когда вы, например, делаете какие-то рассылки, делайте их целевыми под каждую целевую аудиторию, для того, чтобы просто не раздражать их теми предложениями, которые для них могут показаться некомфортными. Следующее, о чем нужно помнить, когда мы с вами бьемся за постоянных клиентов, это следить за своей репутацией и отзывами в социальных сетях и в открытых источниках. Ведь действительно сейчас очень многие клиенты принимают свое решение по поводу работы и сотрудничества с компанией, исходя из тех отзывов, которые они просто видят и читают в интернете. Поэтому если вы там не отвечаете на негативные отзывы других клиентов, если вы никаким образом не реагируете или там набирается критическая масса таких негативных отзывов, клиент попросту не захочет общаться с вашей компанией и с вами взаимодействовать. Следующая техника продаж – это следить за предложениями своих конкурентов. Смотрите, какие распродажи, какие акции они осуществляют, что они предлагают своим клиентам. Можете даже иметь какого-то своего тайного агента, который будет вам сообщать о тех предложениях, которые делают ваши конкуренты. Для чего? А для того, чтобы потом не удивляться, что ваши клиенты в один прекрасный момент от вас разбежались, исходя из того, что в другой компании им предложили более комфортные и интересные условия. Также оперативно реагируйте на изменения рынка. Пользуйтесь такими ресурсами, как Яндекс.Вордстат, Google Trends, другими данными в открытых источниках для того, чтобы смотреть, что происходит с рынком. И если вы видите стагнацию или падение, а вы настаиваете на том, чтобы клиент поддерживал, например, тот уровень закупок, который он делал, ну, такое предложение от вас может быть для клиента не очень корректным. Поэтому ваша задача находиться в этом информационном поле, быстро под него подстраиваться и, соответственно, предлагать какие-то решения в зависимости от ситуации на рынке своим клиентам. Ну и, конечно, нужно считать ключевые показатели, такие как LTV, NPC, SCI, ну и так далее, и так далее. Те, при помощи которых вы можете осуществлять этот мониторинг и при помощи каких-то итераций воздействовать на эти ключевые показатели для того, чтобы процент клиентов, которые с вами взаимодействуют и удерживаются на плаву, у вас стабильно вырастал. Ну, об этих показателях мы с вами обязательно поговорим в каких-то следующих видео, поэтому если вы еще не подписаны на мой канал, обязательно на него подпишитесь. Ну а также я предлагаю вам поставить лайк этому видео, подписаться на мой канал,
пройти по ссылке, которая находится в описании этого видео, и скачать от меня еще 15 чек-листов для увеличения ваших продаж, которые тоже помогут вам в работе и взаимодействии с вашими клиентами. Ну а с вами был бизнес-тренер Виталий Голицын. Всего вам доброго и больших вам продаж!